Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudent. Сегодня у нас понедельник, и по традиции мы будем разбирать рынок, да, посмотрим, что случилось у нас, что стало с биткоином, что стало с рынком, да. Как вы все заметили, вчера, да, на выходных, ночью, да, биткоин довольно-таки еще хорошо пролился, но с начала недели, так скажем, с прошлого нашего обзора, он то и дело падал. То есть прошлый обзор у нас был 10 числа, и в принципе с этого момента он только падал. Вот, то есть я опубликовал 10 мая как раз видео, друзья, кто не смотрел, посмотрите. Как раз таки был то, что название как раз финал роста близок, что сейчас делать. И как раз таки мы там все это время шортили, да, довольно хорошо забрали позиции. Надеюсь, все хорошо, друзья, заработали. Ну и перед выходными я закрыл, так скажем, все свои позиции и, в принципе, ушел отдыхать. В принципе, не жалею. Можно было, конечно, зашортить, но свое движение я, в принципе, забрал. Вот где-то в районе, наверное, до 48 мы забрали, в районе, наверное, плюс-минус 18-20% шорта, что считаю довольно хорошо. Что ждать сейчас, да, то есть, да, хорошо, отшортили, что же делать сейчас, куда ждать биткоин. Мы шортили вот этот вот гип, ну, еще восходящий канал, да, если мы посмотрим на 4 часах, здесь у нас был вот гип, да, и он как раз таки отработал вот в районе 49-47 тысяч долларов. Что же сейчас? Если мы посмотрим на дневке, у нас как раз таки подтвердился более глобальный гип, который отработкой является, ну, высота до линии шеи, да, плюс-минус там 13-15 тысяч долларов, падение от 50 тысяч, то есть, ну, где-то район 35 тысяч долларов. Глобальная поддержка у нас сейчас проходит в районе 36 тысяч долларов. Я думаю, где-то вот 36 это была бы отработка вот этого вот гипа. Но что же у нас еще есть? У нас, в принципе, есть такая вот поддержка, да, но мы ее как бы пробиваем, но тем не менее пока закрываем ложно, да, то есть ложным пробоем. То есть нужно будет смотреть, как мы пробьем дневку, да, что будет дальше, потому что мы можем, в принципе, это все интерпретировать в такой вот там падающий клин, да, и дальше пойти вверх, но текущее сопротивление, которое у нас является как раз таки в районе 50 тысяч. Здесь у нас зона ретеста. Это где-то район 48 500, то есть если вернется на этот район, можно будет попробовать еще раз шортануть, потому что потенциал еще на снижение у нас есть. Хоть, конечно, мы за неделю, да, очень хорошо упали, то есть это порядка 30% падения по битку. То есть, если у нас не сможет биткоин закрепиться, ну, что по итогу, да, скажем, если у нас биткоин не сможет закрепиться выше 49, ну, 50 тысяч давайте возьмем, да, 50 тысяч, вот если выше 50 не уйдем, то это ретест и дальнейшее падение. Если же мы без ретеста будем падать, то это вот зона поддержки, следующая, да, вот она, в принципе, по объемам видна, это вот уровень прошлой проторговки. Потому что за текущий вот этот уровень, да, видите, мы уже свалились, то есть мы обновили лой 43, то есть мы ушли ниже, ушли на 42 200, если я там не ошибаюсь. Вот, так что биткоин может еще свалиться. Что могу сказать? Ну, это все, что касается биткоина. Если что, ловить где-то здесь. Ну, сейчас мы, по сути, находимся ближе к верхней границе, да, нежели к нижней. Вот, так что буду пока ждать какого-то стапа. Откупать биток я не тороплюсь. В принципе, ничего не тороплюсь пока откупать. Буду смотреть. Лучше при подтверждении сетапа буду заходить. Ну, или буду торговать на фьючах, как прошлую неделю. В принципе, тоже довольно неплохо получилось. Можем немножко рискнуть. Доминация. Доминация, кстати, смотрите, у нас сваливается, да. Почему у нас сваливается доминация? Сваливается потому, что биток, к счастью или к сожалению, да, он падает довольно-таки сильно. При том, то, что альты, они держатся. То есть альты, если вот раньше мы посмотрим, то, что биток валился на 30%, да, а альта там валилась тогда прям в 2-3 раза больше, да, то есть там, если стоило, грубо говоря, альткоин 10 баксов стоил, да, биток там упал на 30%, то альта упала там на все 60-70% с 10 баксов на 2-3 бакса, просто вот легчайший, да, вот. Но сейчас, что заметно, да, то, что альта, она к битку
не падает, то есть она к битку даже немножко отрастает. Вот, то есть если посмотрим Litecoin, да, ну и другие альткоины, в принципе, они к битку себя чувствуют хорошо. Из-за этого, в принципе, падают примерно так же, как биток, либо же даже меньше. Из-за этого, в принципе, доминация у нас вот стоит сейчас около 40%. Кстати, 40% я обозначал себя такой вот рубежом, от которого мы, в принципе, можем отскочить. Да, тут у нас еще поддержка стоит. То есть, если что это будет значить, если у нас доминация так отскочит, то есть это либо же откуп битка довольно-таки сильный, да, вот, либо же сильное падение альткоинов. То есть биток, грубо говоря, будет там также падать, да, или там плюс-минус расти, но около там 45-40 тысяч будет, да, находиться, а альта просто минус 50%, если сделает, то как раз таки доминация битка отскочит, потому что в эквиваленте биток будет занимать больше денежное пространство, нежели альткоины. Дальше доминация третьего эшелона, в принципе, она пробила, но тоже стоит вот ни туда, ни сюда. То есть я ждал более такой сильной реакции от него. Думал, конечно, мы достигнем быстрее вот зоны 22%. Но, как видите, у нас рос эфир, да, росла топ-альта. Из-за этого, в принципе, для альты, которые там далеко от топа, в принципе, денег досталось не так много. Ну, давайте к самому интересному, наверное, перейдем. К капитализации. Вот наша неделька капитализации. Стоим, я бы сказал, прям вот над пропастью. Почему? Потому что у нас как бы дивер, да, у нас вот прям диверок, прям такой красивенький. Есть как бы, вот, видите, прям ровненько так. Стоим прям на поддержке. Вот, то есть, если отсюда у нас не откупится, да, не пойдем и обновлять хай, да, то это пробив вот этой поддержки будет, конечно, слив прям вообще хороший. Может быть, то есть это сейчас может быть только вот начало падения. Вот, хоть и биток упал на 30%, но тем не менее. Вот, то есть мы вот касаемся поддержки, вот у нас две поддержки, если мы уходим ниже 1.6, да, то это будет вот поход где-то на 1.3, то есть довольно хорошо. Но заметьте тот факт, да, то, что здесь у нас образовалась на дневке на прошлый, да, то есть доджи-звезда. То есть у нас в прошлый раз примерно так же образовалось, то есть мы падали, отскакивали, падали. То есть тут мы тоже так падали, отскакивали, падали. Вот звезда образовывалась, и мы потом откупались и шли вверх. То есть, ну тут был еще PPR-чик, да, был вот. Сейчас уже PPR-чика не будет, но тем не менее, если у нас откупится, да, это и сформирует какой-то там молот, да, то это будет тоже сигнал на покупку. То есть, из-за этого пока не спешу, буду смотреть за формированием фигур, и если что, уже по факту буду откупать. Альтак, то же самое. То есть вот нас падали, да, мы падали, откупались, падали, звезду образовывали, падали на следующий день, и потом мы откупались просто всю неделю, да. То есть сейчас может быть то же самое, то есть мы пойдем еще, да, и потом через день, через два у нас откупит это все, и мы пойдем дальше вверх. То есть тут у нас был такой вот флаг, клин, да, тут у нас тоже такое может сформироваться. Ну, то есть как-то так мы можем сформировать и можем еще раз сходить, да, но тогда уже это, конечно, будет выходом из вот этой вот большой дивергенции, и тогда у нас начнется, ну, довольно-таки сильный рост. То есть, видите, какая-то такая двоякая ситуация получается. То есть, либо же мы стоим перед пропастью падения вот на 800, да, там на 900 миллиардов долларов, либо же нас ожидает вот поход где-то, наверное, на 1,5, ну, то есть это обновление вот этого хай, то есть где-то в район 1,6. То есть либо же мы растем на 30%, да, либо же мы падаем на 30%, в принципе, или туда, или сюда, то есть, да. Вот, и если в какую сторону мы будем играть, да, то есть я не думаю, что здесь будет какой-то флэт, я думаю, тут будет какое-то, опять-таки, движение. Вот, и куда это движение будет играть, в ту сторону я буду вставать. То есть будет лонг, окей, откуплю, и будет шорт, буду шортить. Вот, в принципе, так. Ну, давайте посмотрим по альтам. Эфир. Вот смотрите, на эфир он, в принципе, пробил вот эту свою поддержку, да, но опять-таки откупают эфирчик, при том, что он пролился довольно-таки сильно, да, там на 300, да, он пролился, и при том, что откупился. То есть, если у нас закроется плюс-минус дневка так, да, то это, конечно, сигнал на откуп, потому что это очень сильный молот будет сложным выносом и выносом, естественно, стопов.
опять-таки эфир пока смотрится лонгово. Если мы закрепляемся вот выше данной поддержки, то есть это в районе выше 3400. Вот. Дальше идем. BNB. А BNB, в принципе, упал, да, куда я планировал. В принципе, достигли где-то 700 баксов по нему и упали. То есть, опять-таки, диверчик, он, в принципе, вот себя отрабатывает. Ну, в принципе, здесь у нас еще был ретест. Тут тоже нужно ждать формирования какой-либо фигуры и потом только откупать. Ада больше всех удивила, да, в принципе, откупилась, почти сделала x2, свой восходящий канал отработала. Ну, опять-таки, поддержка, как я и говорил, это вот в районе 1,6, 1,8 баксов. DOT все-таки обновил свой хай, да, сломал формацию гипа, но, тем не менее, дивер у нас висит. То есть, отработка дивера все еще возможна, то есть, если мы так его переформируем, вот, то есть вот этот восходящий клин, он имеется. То есть при пробое 34 баксов мы пойдем как минимум на 26. Вот. То есть вот эта зона поддержки. Но если пробой, то это, как я и говорил ранее, 16 баксов по доту. Ripple. Вот что, кстати, хоть я и говорил про слив, да, вот, ну вот Ripple, в принципе, сейчас, вот, никогда не думал бы, что так скажу, но он выглядит по-бычьи. Вот почему, в принципе, у нас имеется такой вот вымпел, да, продолжение тренда, имеется такой вот канальчик, тоже в текущем состоянии это продолжение тренда вверх. То есть, ну, не знаю, что должно такое случиться, чтобы Ripple пошел так резко вверх. Ну, вот, я думаю, какая-то новость. То есть, если будет какая-то новость, да, то есть это при пробое 1,6, да, но цели вот как раз-таки обновление этого хая. Но стоп с текущих довольно-таки далекий, то есть это в районе там 20%, то есть я бы ставил за 1,15, наверное, стоп, а цели, ну, где-то вот, наверное, в районе 2,4, 2,6 баксов, ну, или, по крайней мере, обновление данного хая, в принципе, где-то в районе 1,8 цель, потом 2, 2,2, 2,4, ну, вот, то есть тейки, в принципе, по круглым числам можно раскидать. Вот. Юни у нас прям упал на поддержку опять-таки. Вот, то есть если пробьет, то это, конечно, будет пробой восходящего клина. И опять-таки уровни, куда может упасть, да, это вот где-то так. Ну, основная, конечно, здесь у нас была. Так что здесь, в принципе, объем не такой, как который был здесь. Но, в принципе, если мы сделаем так, то увидим эти же уровни, которые, в принципе, я обозначал. Плюс-минус. Ну да, сейчас тут еще и по горизонтальному объему есть поддержка. Lightok тоже пробил свою локальную поддержку, ретестнул его и падает. Ну вот я где-то Lightok, наверное, сейчас бы откупал в районе 240, наверное, 240. Стоп бы где-то 210 был. Вот, 210. Ну, это уже откуп на споте. То есть это не скальпинг, которым мы занимались, да. Это уже откуп на споте. Тоже есть такое вот формирование, типа такой вот падающего клина. Вот, если, в принципе, так посмотреть, то имеет место быть. То есть, как это было здесь, к примеру, да. Здесь у нас был тоже падающий клин. Он, в принципе, здесь тоже был и, в принципе, как хорошо себя отработал. То есть по амплитуде, да, он отработал еще выше. То есть если сравнить эту амплитуду и еще сравнить туда, то это, конечно, пометка вот на 500 баксов по лайткоину. То есть это, по сути, ну, практически x2 с текущих вот, по лайтку. Ну, почему я так говорю? Потому что, в принципе, лайток очень хорошо смотрится на дневке, да, к битку. Тут тоже есть такое вот формирование вымпела, либо же треугольник с плоским верхом может отрисовать. Ну, все-таки похож больше, конечно, на вымпел. Вот. Когда его доформируют, я тоже буду следить. Если что, думаю откупить как раз таки Lightok еще. Lightok, потому что еще и на недельке классно выглядит. В принципе, видите, не так сильно упал, даже на поддержку не сходил, так скажем. Вот, Lightok, в принципе, вот это уровни по битку. Это вот первое, это обновление данного хая. Потом мы, наверное, пойдем где-то на половину этого хода и потом обновить вот этот хай. Но это, в принципе, довольно-таки очень много. То есть это в районе 3 иксов. Да, по лайтку. Ну и если биток будет падать, да, лайток расти. То есть, ну да,
То есть биток может упасть на 35, там по флете, да, и в это время как раз таки может опять-таки пострелять альткоины. То есть этого я тоже не исключаю, что может быть медвежья фаза для битка, да, а для альты будет, ну, когда он будет флетить, да, тогда альта будет просто простреливать, там, давать свои хорошие проценты и просто потом опять вниз. Просто вот эти фигуры, да, по ТА, они, в принципе, отрабатывают. Вот, хоть я и говорю, да, то, что, блин, будет медвежий рынок и так далее, но они, тем не менее, могут отработать. Вот, то есть тут, может быть, такие прострелы, и можно попробовать успеть забрать. Линк. Линк вот находится около поддержки. В принципе, если откупать его в районе, наверное, 34, стоп такой довольно-таки короткий, в районе где-то 31 бакса, ну, в районе 10% стоп выходит. Тоже такой себе падающий клинчик. Вот. EOS тоже около поддержки практически. Вот я бы его откупал, наверное, где-то по 8,5. Ну, еще если на бакс упал бы. Вот. Да, конечно, вот было на пике, да, можно было купить, но сейчас уже, конечно, чуть-чуть дороже вышло. Вот. В принципе, EOS тоже к битку выглядит довольно-таки хорошо. На недельке тоже потенциал есть еще куда расти. Да, возможно, будет, конечно, такая вот коррекция, да, типа небольшая, типа летом, да, может быть какой-то типа консолидации там и так далее, и потом будет какой-то прострел, опять-таки, альты. То есть этого тоже не исключаю, то есть может быть какое-то затишье, наверное, да, то есть, ну, к паре к битку, естественно, к доллару, да, это может быть падение, если биток будет падать, а к битку то, что может быть падение, такой, так скажем, флетик, да, небольшой, вот, и потом дальнейший рост, вот. И йоту давайте посмотрим. Она вот лежит тоже на поддержке на дневке. Вот, то есть, если кто йоту торгует, можете попробовать взять, но опять-таки стоп где-то 1.65. Стоп прям надо аккуратненько ставить. Ну что в итоге, друзья? Если пробиваем, да, то есть уходим ниже, это район, наверное, 36 тысяч долларов. По битку, по альтам, наверное, это падение плюс-минус на такой же процентаж, потому что, смотрите, у нас биток упал на 3%, эфир упал на 2,6%. То есть плюс-минус альта также падает. Да, некоторые альты, конечно, падают сильнее, но когда у нас биток падал там настолько, да, то альты просто там умирали очень сильно, а сейчас альта все-таки показывает свою силу. Как бы это ни звучало, да, то есть если в районе там 16% мы по битку еще падаем, ну ладно, давайте возьмем так, ну 20, да, то по альтам это, наверное, в районе 30, ну может 40%. Вот. Тогда, конечно, да, было бы интересно откупить в этой зоне с целью сходить еще раз на 50 тысяч. Вот, да, то есть может быть такой, то есть вот май, июнь, я думаю, будут такие вот интересными. Так что, друзья, что могу в первую очередь порекомендовать, ставьте стопы. Вот, то есть даже если когда откупаете, вот, в первую очередь позаботьтесь о том, чтобы вовремя выйти, если польется рынок, да, и распределять свои риски. То есть всегда смотрите, сколько вы готовы потерять. Вот. В принципе, пока сетапов не даю, пока смотрю. Если что будет интересное, скажу. Вот. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, если данное видео было вам полезно. Делитесь с друзьями. Ну и подписывайтесь на мои телеграм-каналы. Всем пока, друзья. До скорых встреч.